Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ничто так не бодрит по утрам, как чашечка кофе, пролитого себе в постель. И мы, такие бодрые, шьем с новыми силами. Остались у меня полоски от прошлых проектов и кусочки ткани. Ширину полосок сделаем по 5 сантиметров. И еще вырежем квадратик 5 на 5 сантиметров. Шить будем по клеевому флизелину. Вырежем из него квадраты нужного размера. Уложим флизелин клеевой стороной наверх и на его поверхности проведем 2 диагонали. В центр уложим яркий красный квадратик. Следим за тем, чтобы углы квадрата лежали на нарисованных линиях. К центральному квадрату прикладываем цветной квадрат такого же размера. При работе за швейной машинкой воспользуемся специальным приставным столиком, который можно сделать самим. Надо, чтобы вся работа лежала ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Прошиваем первую деталь, отгибаем ее, тщательно расправляем швы. Вы же знаете, что я не люблю обрывать нитки, поэтому, когда прошили деталь, просто отъезжаем в сторону, прикладываем и пришиваем следующую деталь. Длину определяем на месте, и можно сразу же отрезать лишнее. Пришили 2 кусочка светлой ткани, дальше шьем 2 кусочка темной. Работу продолжаем по часовой стрелке. Последовательность нашиваемых полосок определяйте сами, на свой вкус. А на вкус и цвет товарищей нет. Самое главное, я вам показываю хитрый способ, как этот блок можно сшить быстро, не обрывая ниток и не делая ненужных телодвижений. Так мы шьем и шьем, постепенно заполняя всю основу. По такому же принципу готовим еще несколько блоков. Заготовки надо тщательно проутюжить. Тем самым мы еще их дополнительно проклеиваем и укрепляем. Но это еще не все. Заготовки надо тщательно промерить и подровнять, отрезать лишнюю ткань. Эти операции надо делать обязательно. Тогда все детали лягут хорошо и ровно. Девочки, вы же понимаете, что я вам показала быстрый способ пошива самого основного лоскутного блока. Используя разные ткани и по-разному выкладывая узоры, можно получить самые разные рисунки. Здесь
огромный простор для творчества. Творите и вытворяйте, и ни в чем себе не отказывайте. Можно сшить и декоративную подушку, и салфетку на стол, и панно, и большое лоскутное одеяло. Но мне захотелось выстроить эти блоки в одну линию и еще продолжить этот узор. Для начала сошьем все блоки между собой и с обеих длинных сторон пришьем полоски ткани. С одной стороны с красным фоном, а с другой с синим. А дальше продолжим вширь лоскутную часть. С обеих сторон пришьем сначала полоски темно-синей, а потом широкую полосу льняной ткани с розочками для внутренней части. Чтобы укрепить всю конструкцию, возьмем еще кусок холстопрошивного полотна. Его с помощью булавок прикрепим к лоскутной части, или можно просто пришить иголкой с ниткой. Дальше мы все полотно сворачиваем пополам и прошиваем, чтобы получилась труба. Заготовку выворачиваем, подтягиваем и расправляем. А дальше надо простегать полученный бортик. Стежку можно сделать обычной прямой строчкой, а можно использовать какую-нибудь декоративную из тех, что есть в вашей швейной машинке. Концы ниток лучше убрать наизнанку, связать между собой и спрятать в полотне. Так, не торопясь, прошиваем всю трубу. После этого заготовку подтягиваем и расправляем. И остается только зашить дно. Самый простой способ – двойной шов. Сначала прокладываем строчку по лицевой стороне, потом сумку выворачиваем, шов расправляем и прошиваем еще раз, уже внутри сумки. Потом оформляем углы. Для этого угол расправляем, откладываем 4 см от края и намечаем линию шва. Но нашей сумке нужны ручки. Намечаем места пришивания. Для этого находим серединку каждой стороны и от нее в обе стороны откладываем по 8 сантиметров. Сумки я обычно ношу или на плече, или на локте, поэтому ручки делаю длинные. Здесь длина ручек 65 сантиметров. Пришивать ручки просто. Сначала закрепляем их в нужном месте, направляя вниз. Потом направляем наверх и прошиваем конвертиков. Это у меня будет летняя пляжная сумка. На базар за картошкой. С ней никто ходить не будет. Такого крепления ручек будет достаточно. Вот так, нежданно-негаданно, из полосок ткани появилась на свет яркая, лоскутная, летняя пляжная сумка. Очень вместительная. Как говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Размер этой сумки 35 на 50 сантиметров. Сейчас сразу же проверим ее вместимость. Сколько всего вкусного в нее можно положить. Подарки от Деда Мороза,
вкусняшки всякие. Знаю, что мои постоянные зрители ждут, что в сумку положу и красивую бутылочку. А нету. Почему-то никто не подарил. Печалька. Девочки, милые, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите. У вас все получится гораздо лучше, красивей и интересней, чем у меня. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!